Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто... Ты мне подпевать будешь? Или мне в ЦУП сообщить, что психологическое состояние командира ухудшилось? Сообщай. Хорошо. Ну давай споем то, что тебе нравится. Да мне, в принципе, вот это вот про розу нравилось. Ну? Пару месяцев назад. Что там, Чигит? К расстыковке готова, система в норме. Давление ИСа-730, БО-730. Принято. Работаем по программе. Значит так, план. Отбарабаним реабилитацию, возвращаюсь домой. Лифт квартиры, разуваюсь. Сразу налево по коридору до упора. И включаю горяченькую. Потом холодненькую. Ну, слегаться. Да. И слезаю в ванну. И пусть только хоть одна гадина постучит. Вот пусть только постучит. А ты? Я в Ростов поеду. А что у тебя там? Дела. Баб какая-нибудь, небось. Знаю я тебя, любимая женщина и детей. Но мне ты можешь сказать. Температура 23 градуса, водная команда на открытие крюков. Принято, Чигит. Крюки открыты. Контролируем отход ТК от станции. Есть включение ДПО на отвод. Отстыковали штаб, на станцию наблюдаю. Принято. Ну так вот, полежал, значит, я в ванной, вылезаю. Полотенчиком так обтерся. Одеколон. Ну это обязательно. Жену в охапку, нарядимся, как люди. И 14 числа в ДК железнодорожников на концерт. А там она. И только для меня миллион, миллион, миллион алых роз. Что это? Не знаю, может, бортовой отсек? Ничего не вижу. Смотрим в иллюминаторы. Есть. Ах ты, зараза. Давай, 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 давай. Давай, родная. Еще чуть-чуть. Однако. Костя.
Долго еще? Здравствуйте. Здравствуйте. Все, коллеги, можем начинать. Так, ну тут все понятно. Вступительную часть предлагаю купировать, перейдем сразу к опросу. Хорошо. Вы же не против? Чем быстрее закончим с этим неприятным делом, тем всем будет лучше, да? Я не тороплюсь. А это как понимать? Татьяна Юрьевна, у вас здесь врагов нет. С методикой вашей все знакомы. Никто вас в умышленном причинении вреда здоровью пациента не обвиняет. На некоторую халатность, извините, придется признать. Халатность – это ненадлежащее исполнение своих обязанностей. А я все сделала как нужно. Чуть не утопив пациента. Временно перекрыв доступ кислорода в легкие. Его неправильно диагностировали, стандартная терапия не дала бы никаких Вы результатов. его под воду на минуту почти засунули. Парню 17 лет. Мама его уже вторую неделю все пороги Минздрава отбивает. Ну вот матерью займитесь. Гиперопека – прекрасная почва для истерической эпилепсии. Пока я все купировала. Но если не уразумить и не отстранить, то приступы продолжатся. Так, Татьяна Юрьевна, давайте я вам сейчас сразу обрисую всю ситуацию, чтобы у вас лишних иллюзий не было. У вас сейчас, собственно, только два варианта. Либо вы все признаете и получаете просто увольнение с занесением в трудовую, либо мы вынуждены передать все материалы в прокуратуру, а там с вами иначе будут разговаривать. Я все сделала правильно. Татьяна Юрьевна, на пару слов. Я все ответила вам в рамках комиссии. А я не из Минздрава, скорее даже наоборот. Семирадов моя фамилия, требуется ваша консультация. Вам персонально или всему личному составу? Одному пациенту. Вынужден просить вас полететь со мной. Приводите, проконсультирую, если ложитесь 2 недели, пока меня не отстранили официально. Рад бы, но никак. Приехал вот упрашивать Гору сходить к Магомеду. Прям так упрашиваете? Или это приказ? Я не очень верю в приказы. Человек так устроен. Чем выше интеллектуальный уровень, тем менее эффективно он работает по принуждению. Как интересно. Разве это не антисоветчина? Может быть. Я не политрук. Мы с вами практически коллеги. У меня там тоже своего рода институт. Не вы одна психоневрологией интересуетесь. Думаю, этот случай вас очень заинтересует. Если нет, верну вас обратно. Да, и все сложности с комиссией будут улажены. Слово офицера. Походу, что боковой ветер, но это страшно. Знаю, як не страшно, смотри, внимательно. Присоединяйтесь. Там внизу приличной столовой не будет. Это единственное, на что даже я повлиять не могу. Я бы анамнез посмотрела, если он не под грифом. Досье, к сожалению, не подготовили. Устный доклад заслушайте. Наверняка вы слышали о недавнем приземлении орбиты-4. Читала. В прессе пришлось несколько сгладить. За день до приземления с экипажем пропала связь. Судя по всему, на орбите произошел некий инцидент. Наш пациент, командир Вишняков Константин, у него частичная амнезия. Документы о неразглашении здесь подпишем или на месте? Не разглашений. Ну, предположу, что космонавт, помимо амнезии, каких-то других физиологических проявлений, сошел с ума
И, наверное, советским гражданам совсем не обязательно знать, что у всенародного героя крыша поехала. Так где я должна расписаться? %90 территории для вас открыто. Можете передвигаться абсолютно свободно. В закрытую зону попадете после получения специального допуска. С каждым моим счетом, с каждым ударом метронома вас будет охватывать приятная дремота. Раз, два. Приятное тепло разливается по вашему телу. Они нас не видят? Чай, кофе. У нас тут целый штаб круглосуточно заседает. 4, Чай, спасибо. 5. В голове появляется легкий туман. Вы на корабле. Я на корабле. Что вы видите? Что-то огромное. Темно-синее. Кита. Нет. Нет. Еще раз. Назовите имя, звание. Роберт Дюваль. Да. Фельдмаршал Роберт де Дюваль. Издевайтесь. Доктор, я что, заснул? Константин Сергеевич, если вы не будете мне помогать, мы никуда не продвинемся. Ян Леонидович, вы понимаете, в космос берут людей со сверхустойчивой психикой. К сожалению, я не поддаюсь гипнозу. Это профанация. Я это занесу. Ян Леонидович Ригель, научный руководитель нашего маленького института. Очень приятно. Не очень. Какая-то. Товарищ полковник!
Что с Аверченко? Он жив? Если я виноват, судите меня. Если нет, отпускайте. Слышите там? Я голодовку объявляю. Понятно вам? От меня-то что требуется? Для начала просто хотел услышать ваше мнение по поводу его состояния. Ух ты. А вот это что-то новенькое. В команде Семирадова замена? Татьяна Юрьевна, добрый день. Конечно, добрый. Товарищ полковник, ну наконец-то. А то от вашего Ригеля уже хочется на стенку лезть. Чаю хотите? И чайку мне принесла. Я вас раньше не видел. Я только что прилетела. Меня пригласили, чтобы я оценила ваше состояние. Ваше? Да, мою уваляю потихоньку. Ведь тюрьма тюрьмой, а космические традиции соблюдены. Личные вещи всегда можно взять с собой. Расскажите, что произошло. Еще раз. Сначала я готовился к полету, потом я полетел, потом я выполнил план работы. Потом я начал спуск. Потом я не помню, потом я оказался здесь. Подробности есть в показаниях и в записях ЦУПа. Успели уже ознакомиться? Пока нет, но обязательно посмотрю. Татьяна Юрьевна, простите меня, если я не прав. Вы же не из тех, кто здесь решения принимает. Не из тех. И выписать меня вы не сможете. Нет, но, возможно, смогу вам помочь. Это правда. Я даже знаю как. Когда вернетесь, позвоните в Москву моей маме. 360 73 44. Лидия Сергеевна. Позвоните, скажите, что вы видели меня, что у меня все в порядке. Она волнуется. Да, понятно. Ну тогда просто возвращайтесь домой. Я чувствую себя отлично. Здоровье как космонавта. Можете не волноваться. Там справился, здесь тоже сдюжу. Позвольте. Было приятно познакомиться. Так вы будете его тестировать или нет? Уже закончила. Тревожно-депрессивное состояние. Сильно снижена чувствительность в пальцах. Возможно, гибель рецепторов или нарушение периферических нервов. Но с учетом того, что вы его здесь держите фактически на положении пленника, то все в пределах норм. Если бы было все в пределах, мы бы его не изолировали. Но каждый развлекается как может. Это все? Вы сказали, что я могу уехать? У нас не только космонавты в помощи нуждаются. Конечно. Вертолет будет утром. Проводите Татьяну Юрьевну до ее комнаты. Питание в столовой института 3 раза в день. Познавательно излишне. Я здесь на одну ночь. Разрешение на выезд только через товарища Семирадова, пока нет на вас пропуска. Завтра будет. А это кто? Спецконтингент. Зэки. На хозяйственных работах.
108-й. В конце коридора. Можно ближе к лестнице, я рано встану. Вы одна здесь. Я хотела в Москву позвонить. На базе только местная линия. Межгород у товарища Семирадова. Ясно, спасибо. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Еще не ложились. Отлично. Ужинали давно? Я не голодна. Последний прием пищи когда? Не помню, часа 4 назад.
Не хотите поближе познакомиться? Я не знаю. Ну, что-то явно не местное. А что с Вишняковым? Все хорошо. С ним даже лучше, чем было. Это существо выбирается и возвращается без какого-либо вреда для носителя. А что он? Он ничего не знает об этом. Что? Поймите, мы не знаем, что там произошло. Мы отправляли 2, а на Землю вернулись уже 3. А где 2-й космонавт? Погиб. Как? Героически. Я обещал вас заинтересовать. Выяснить, что именно там произошло, это моя задача. Ваша – попробовать найти метод и разделить паразита и носителя. Ну или подписывайте неразглашение и можете возвращаться домой. Почему вы именно мне поручили этим заниматься? Я не из конторы, никогда не работала ни с чем секретным. Почему я? Из-за этого мальчика, которого вы чуть не утопили. Искали того, кто может рисковать? Слушайте, меня совершенно не интересует процесс. Татьяна Юрьевна, мне нужен результат. Я все выяснил, вы действительно его спасли. Единственное, бросились и спасли. Пожалуйста, сделайте это еще раз. Мне нужен профессионал, способный спасти героя. Мне нужны все видеозаписи с этим. Показания Вишнякова с момента приземления. Результаты всех исследований. 2 сеанса в сутки. По часу. После приземления Вишнякова отправили на реабилитацию. В первую же ночь эта штука появилась и напала на медработника. В целях безопасности пришлось перевезти сюда. Безопасного способа разделить их пока не нашли. С Вишняковым паразиту удалось создать уникальную связь. Мы пробовали изолировать, но без нее жизненные показатели Вишнякова резко падают. Для нее он что-то вроде скафандра во враждебном мире. При этом существо дает феноменальные возможности к регенерации. Получив травму при приземлении, Вишняков восстановился всего за 2 дня. В скрытом состоянии паразит занимает не больше 30 сантиметров в длину и помещается в пищеводе и желудке, увеличивая диаметр полости примерно на 30%. Когда выходит, выделяет что-то вроде токсина, расслабляя мышцы Вишнякова и отключая сознание.
может из трубчатой формы, получая нужную дозу кислорода, разворачиваться до 1,5 метра. И также сворачиваться и возвращаться обратно. Ширина и диаметр головной части постоянно варьируются. Текущее время нахождения вне Вишнякова – 1:40, 1:50. Время выхода стабильно от 2:40 до 3:10 ночи. Достаточно, Константин Сергеевич. Могу еще. Вам после травмы лучше бы полегче с нагрузками. Хотя, нужно отметить, скорость реабилитации просто фантастическая. А в целом, как себя чувствуете? Нормально. Горло першит немного, наверное, продуло. Ну, будет беспокоить триггеры, скажите. Ну что, до завтра? Устали, ребята? Домой пошли. А могу я у кого-то уточнить, где сейчас сын Вишнякова? Я так понимаю, на момент смерти матери они в Ростове жили? Это все, что вас сейчас интересует? Вы хорошо вчера видели, с чем мы тут дело имеем? А чем она питается? Тем же, что и сам Вишняков. Ян Леонидович, давайте проясним. Я вас подсиживать не собираюсь. И на вашу Нобелевку не претендую. У вас есть допуск к пациенту, к анализам и к видеозаписям. Если вам понадобится что-то дополнительно, обращайтесь к товарищу Семирату. Хорошо. Добрый день, это интернат? Я ищу мальчика лет 7-8, возможно, с фамилией Вишняков. Но может быть и нет. Куда? А? Лезет он. Деловой. На секунду отошла. Уже шурует. Маргарита Михайловна, скажу, знаешь, что она с тобой сделает? Ты что молчишь-то? Я с тобой разговариваю. А ну, марш в палату. Я верю, друзья. Караваны ракет помчат нас вперед. От звезды до звезды. Мне нравится, как пою. Извините, это я для них. Хотя вы знаете, нет большего любителя космических песен, чем наземный персонал. Там в космосе совсем другие вещи идут. Какие, например? Да, ерунда всякая. Главное, чтобы мелодия была. Миллион, миллион, миллион алых роз. Тянет вас ко мне, да? Признайтесь. Наверняка на базу сами напроситесь. Угадал? Те, кто меня сюда привез, думают, что вы сошли с ума. В смысле? Они считают, что вы убили второго пилота. Что она делает? В космосе во время приземления произошло некое событие, которое привело к смерти Аверченко.
И, возможно, его убили вы. А товарищ Семирадов просто не может выпустить к общественности сумасшедшего героя, как вы понимаете. То есть, получается, я и убийца, и сумасшедший? Ну, не все сумасшедшие выглядят как сумасшедшие, вы же понимаете? Послушайте, доктор, вы же нормальный человек. Так вот, я к этому полету готовился несколько лет. Да, что-то пошло не так, я не помню, что конкретно. Только вот они поставили вот здесь вот бронированное стекло. Зачем они меня здесь держат, можете объяснить? Хоть кто-нибудь может объяснить? Я не шпион. Не зверь какой-то дикий. А кто вы? В каком смысле? Ну вот вы. Константин Сергеевич Вишняков. Вы кто? Анкетку почитайте. Я герой Советского Союза. Никогда не могла понять. Одно дело с гранатой под танк, а вам нужно было просидеть в консервной банке на полном гособеспечении несколько недель. Где тут героизм-то? Что вы несете? И, кстати, о банкете. Вы почему сына-то не забрали? Давайте проясним. Вы не были женаты на матери своего ребенка. После ее смерти встал вопрос об усыновлении. Но вам тогда уже светила перспектива попасть в новый космический отряд, а незаконно рожденный сын в открытой биографии мог послужить плохим дополнением к анкете. Поэтому мальчик сейчас в детдоме под Ростовом. Я все правильно говорю? Я тоже рос без отца, и что? Мне это помешало героем стать? Герои детей не бросают. Знаете что, Татьяна Юрьевна, смазливая мордочка, это, конечно, хорошо, но только с этой минуты я предпочту идиота Ригеля. Спасибо, сеанс закончен. Вы вообще в своем уме? Что вы там несете? Кто вам дал право? Замерьте уровень гормонального фона и прямо сейчас. Выполнять. Вчера мне его реакции показались несколько заторможенными. Возможно, дело в гормональных скачках. Проверить это можно, лишь получив сильную эмоциональную перегрузку организма, когда в кровь летит все, что осталось в железах. По результатам сегодняшних анализов мы поймем, как и чем именно питается эта тварь внутри организма. Хоть фотосинтезом. К нашим задачам это не имеет никакого отношения. Мы здесь, чтобы отделить паразита. Товарищ Семирадов, распорядитесь, пожалуйста, перевести товарища Вишнякова в дневные часы в медблок и разрешить ему общение с гражданским персоналом. Нам нужно хотя бы имитировать нормальную жизнь, чтобы получить приближенную к реальности клиническую картину. Распорядитесь. Это что? Амнистия за хорошее поведение? Превысил мировое достижение на Хотели вам помочь. Своевременность этой встречи подтвердили и представители Кубы, поблагодарив генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Юрия Владимировича Андропова и весь советский народ за оказанное гостеприимство. С таким же нетерпением ждали возвращения с далекой орбиты и наших космонавтов.
И вот, наконец, Кирилл Аверченко и Константин Вишняков приземлились на родине. Сейчас оба героя находятся в реабилитационном центре, где проходит восстановление после длительного пребывания в условиях невесомости. А уже через 3 недели вся мировая общественность получит возможность приветствовать героев. Коротко о спорте. В Алма-Ате завершились всесоюзные соревнования сильнейших конькобежцев страны. Последний день. И здесь достанете. Я должна перед вами извиниться. Я вас специально спровоцировала, чтобы замерить гормональный фон при стрессе. Ладно, увидимся завтра на сеансе. До свидания. Я не знал про ребенка. Она мне ничего не сказала. За неделю до вылета звонок из Ростова. Она умерла, а у пацана других родственников нет. В общем, его в детдом, и мне даже не сказали. Ну, думал, вернусь, заберу. Или там. Ну, не знаю, ничего не думал. Вы бы на моем месте как поступили? Не знаю. У меня детей нет. Тань, скажите, а вы зачем здесь? Вы же меня не от амнезии лечите. Чего им всем от меня надо? Не хотите говорить или не знаете? Не могу. Но сделаю все, чтобы вам помочь. Вы думаете, мне можно помочь? Попробуйте подойти поближе. Попробуйте ничего не говорить, когда я работаю. Не волнуйтесь, мы уже выяснили. У него нет слуховых рецепторов. У меня есть. Что вы делаете? Татьяна Юрьевна, что вы делаете? Эта штука вообще работает или нет? Татьяна Юрьевна, что вы делаете? Да помолчите вы.
Так, ну если это все, Поднимите стекло. что? Поднимите. Вы уверены? Да. Нет, это просто... Тогда одевайтесь. Вытаскивайте ее! С цветочными у нас тут напряженка. Вот сорвал, что было. Как вы себя чувствуете? Нормально, спасибо. Смелости вам не занимать. Теперь, по крайней мере, мы знаем, чего делать не надо. Оно не отключает сознание Вишнякова. Так. А поподробнее? Но это игрушка, не вольняшка. Она каким-то образом ему о вине перед сыном напоминает. Хотите сказать, что это существо реагировало на игрушку, потому что она была дорога Вишнякову? Я хочу сказать, что это существо Вишняков единое целое. У них одно сознание. Оно частично притупляет его воспоминания и социальные навыки, но не полностью. Каждую ночь она проводит на 1-2 минуты дольше вне тела Вишнякова. Когда-нибудь она вообще избавится от него, как бабочка от кокона. Нам нужно что-то делать. Нужны другие ресурсы. Нам нужно везти его в Москву. Москву? А как вы думаете, Татьяна Юрьевна, почему мы до сих пор не в Москве? Мы ничего не знаем про это существо.
с чем мы имеем дело. Со взрослой особью или с личинкой, которая разовьется в нечто такое, что мы рядом с ним тылей покажемся. Я должен иметь возможность уничтожить его, если все выйдет из-под контроля. Мы рискуем жизнью человека, космонавта, героя Советского Союза. Если герой, значит готов ко всему. В том числе и пожертвовать собой. Я каждый день поддельные отчеты в Москву строчу о наших успехах. Чем питается, какой стул, пульс, как настроение. Да все что угодно. Только чтобы приказ о его уничтожении не пришел. По мне уже давно трибунал плачет. Надеялся, что и вы на все готовы. Позвольте. Ян Леонидович. Что? Это вас не смущает? Может, технический сбой? Знаете, у Вишнякова гормональные замеры, вечерние и утренние часы, кардинально разнятся. Ну, как будто бы ему ночью резко хуже становится. Я все думала, в какой момент он эту дозу получает? Я не эндокринолог, Татьяна Юрьевна. Работайте, разбирайтесь. Вы вырезали часть пленки. И не надо мне рассказывать, что эта тварь с соками Вишнякова питается. Вы чем ее кормите? Свиньями? Если я руковожу исследованиями, почему от меня по-прежнему все скрывают? Мам, этого мало? Хотите совет? Уезжайте к себе в Москву, пока можете. И забудьте все, что здесь видели. Приедет комиссия, всем достанется. А до комиссии вы его как будете? Гипнозом пытать? Я знаю, что вас тут держит. Нобелевку хотите. Только без меня вы все равно не продвинетесь. И для того, чтобы двигаться дальше, мне нужен доступ ко всей информации. А товарищу Семирадову об этом знать совсем не обязательно. Серьезно? Не злоупотребляйте. Элементов питания хватит минут на 10. А куда?
моя жена апелляцию. Нет, нет, не надо. Свет! Останавливаем камеру. Перед тем, как его сюда привезли, он напал на медработника. Да, вы видели материалы. Но вам не дали показатели Вишнякова. А его состояние сразу улучшилось после убийства. Чем мы только не пытались кормить лабораторными мышами. До свиней дошли. Потом Семирадов приказал отправить в клетку одного зэка. Все опять выровнялось. Вы этими гормонами навели меня на мысль. Видели, как она ведет себя в клетке? Ему важно не просто убить. Важно, чтобы жертва ее увидела и испугалась. Развитый человеческий мозг отлично стимулирует выработку кортизола при страхе. На этой планете мы чемпионы по умению качественно бояться. Это существо, по сути, питается кортизолом. Мы на пороге великих открытий. Если мы с вами объединим усилия… Риги, вы людей убиваете. Это не я. Это Семирадов все затеял. Что, вы меня за чудовище держите? Вы не чудовище, вы трус. Высокоадаптивный живучий вид. Тебе нельзя здесь больше быть. Это страшное место, они убьют тебя. Идем со мной. Нельзя. Мне
Ты же человек, а не робот. Как ты не понимаешь? Идем со мной. Доброе утро. Доброе. Вообще, мне больше фильмы нравятся про войну, если честно. Или там про разведку. А вам какие? Вам разве не надо после травмы форму восстанавливать? Пробежаться не хотите? Что, по кругу, как на физре будем бегать? А телевизор в уголок поставим? Я договорилась. Идет вам все-таки спортивная форма. В легкую атлетику не думали податься? Нет. Нам с вами стоит попробовать, когда выпустят. Профессионально выступать уже не сможем. Но как любители вполне. Послушайте меня внимательно. Вы привезли пассажира из космоса. Он внутри вас. Ему скармливают живых людей. Мы можем вас разделить, но нужно сообщить кому-то, кто может сообщить наверх. Вы слышите меня? За вами наблюдают? Я не знаю. Ночью наблюдают, кому представили? Я не знаю. Проверьте, если нет, в час ночи в моем блоке. Все, доктор. Утомили. Я спать. Тоже не спится? Вам нельзя в коридор. Я не хожу. Так живем, да? В космос можно, а в коридор нельзя. Константин Сергеевич, как вы думаете, там есть кто-нибудь? Где? На небе. Вы в Бога верите? Я верю в то, что вижу. Бога я там не видел. Знаете что? Объявляю перерыв. Идемте кино смотреть. Мне видеомагнитофон поставили. Одному скучно. Так мне же нельзя. Пошли. Константин Сергеевич, нам не разрешают. И воздух станет чистый на всей планете. Эх! Кто ты? Я с тобой. Я одна. Неправда? Я одна. Меня сделали, а оказывается ни к чему.
Забавно, да? Всю жизнь мечтал, что мое наследие в музее показывать будут. Вы чувствуете это существо? А я и есть это существо. Просто без моральных принципов и обязательств. Я все ощущаю, все помню. В мельчайших деталях. Все, что видела, оно остается со мной. Вы сразу знали, а почему не сказали? А как вы думаете? Если Семирадов поймет, он меня уже не выпустит. Товарищ Аверченко. Помоги мне, Таня. Надо продержаться только 2 недели. Просто делайте все, как делали. У Семирадова не будет выбора. Сюда приедет комиссия из Москвы, и мы выберемся. Но до этого он не должен знать, что я не хочу, как он. 2 недели оно будет убивать живых людей. Вы же чувствуете его? Как вы? Что бы вы сделали на моем месте? Разбили бы голову об стену? Да. Это не я принимал решение скармливать ему людей. Я не могу нести ответственность за Семирадова. Я не для того все это пережил, чтобы сдохнуть здесь, в этой степи. У меня мать одна. Я хочу домой. Я должен выжить. Мне сына надо забрать. Теперь понятно, почему эта тварь в вас прижилась, а не в Аверченко. Значит, я тварь. А ты принцесса. Пока вы там все сидели, грели в своих кабинетах, я готовился к этому полету. Я совершил подвиг. А теперь, если говорите, что я должен сдохнуть. Нам на ужин пора.
Вот зараза, а? Ты не убился? Дай сюда. Че ты дала? Зверушку какого-то взяли. Я что-то не помню. Это из какой группы? Валицкий, вон ноги глянь. Видать, с головой того. Ну, прям до крови. А. Товарищ полковник. Свободно. Мы с вами, Татьяна Юрьевна, не с того начали. Надо было мне сразу вам все рассказать. Что именно? Что вы эту тварь живыми людьми кормите? Мы не знаем, насколько далеко это существо дойдет в адаптации. Кто будет его контролировать, тот и победит. Нам нужно научиться управлять им. Это все, что вас волнует, да? Оружие? Да. А вы знаете, зачем нужно оружие? Оружие – это гарантия мира. В стае собак равные перегрызут друг другу глотки. Чтобы жить мирно, им нужен один лидер. Вы ему людей скармливаете? Людей. Ковалев Сергей Геннадьевич, 52-го года рождения. Осужден по 103, 117, 77, часть 1. Изнасиловал и убил свою соседку, 12-летнюю девочку. Это не люди. Люди, кто погибал в Анголе, а сейчас погибает в Афганистане. А это корм. Если начальство узнает, вас под трибунал отдадут. Да. У нас не любят инициативу. Но врачам и военным иногда приходится делать очень непростой выбор. Зато потом победителей не судят. Я готов взять ответственность. Да вы такая же, Татьяна. Вы меня не знаете. Это вы себя не знаете. Давайте я вам лучше кормление вблизи покажу. Не все же в багажнике с биноклем в засаде сидеть. Товарищ Семиродов, она, конечно, позволила себе лишнее, но это нужно было для общего дела. Ян Леонидович, а вас совесть по ночам не мучает? Меня? Ну, это же вы ей кормление показали. Приказ нарушили. Владимир. Вперед. Пожалуйста, не надо. Я найду другой способ. В краткосрочной перспективе вряд ли. Открой. Это
Это я. Миллион алых роз. Кто влюблен? Кто влюблен? Миллион алых роз. Из окна, из окна. Он адаптируется. Теперь у него есть слух. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Ты влюблен, кто влюблен, кто влюблен. Всерьез. Вишняков может управлять ей? Нет. Пока нет. Мне нужен результат, Татьяна Юрьевна. Вы должны научиться контролировать его. Без вас это очень сложно. Давайте так. С этого момента мы забываем все обиды и начинаем работать в открытую. Вся ответственность только на мне. Вы можете сказать, что я вас заставил. Если выгорит, у вас такой ресурс будет. Поможете? Татьяна Юрьевна. Вы знаете, почему она выбрала Вишнякова, а не Аверченко? Онкология ранней стадии. Опухоль почки, спровоцировавшая болезнь Десона. До старта невозможно было это определить, а существо почувствовало. Организм подавлял высокую концентрацию кортизола, которым она питается. Из-за этого не удалось сделать полноценную симбиотическую связь. Подойдите сюда. Метирапон и тревостан, 4 куба. Это ремедиум седативум потенциум, in musculis. Post dos horus tectum medicorum. Трилостан. Hodie figuemus tecum. Non-эко. Да будьте же вы мужиком, в конце концов. Вы же ученый, а не врач какой-то. Смотрите сюда. Видите, какой язык? Не бойтесь, товарищ Ригель. Адьюва. Если выберетесь, скажите, что он меня заставил. А если нет, то я ничего не знал. Спасибо, коллега. Вы очень помогли. У вас аллергии на буспирон нету? А меня? Да вроде... Что делаете?
Определитесь, товарищ Щекин. Не знала или заставили? За дверью следите. Времени совсем нет, поэтому слушайте внимательно. Никакая комиссия сюда не приедет. Смирада сделает все, чтобы эта тварь осталась здесь. Я знаю способ, как вас разделить. Зачем вы вошли в клетку? Я мог убить вас. Но не убили же. Я вам тоже нравлюсь. Это гормональный коктейль. Имитирует сбой в организме, как при болезни Эдисона, как у Аверченко. Инъекция спровоцирует принудительный выход твари. Без вас она не проживет и дольше часа. Но гораздо больше. Нам нужно только доехать до реанимации. А если вы ошиблись? Если она уже адаптировалась? Просто выпустим его на волю? Сделаем укол на безопасном расстоянии. Там безлюдные места. На свету она слабеет. Нет. Нет. Нам нужно только доехать до больницы. Там я что-нибудь придумаю. Я найду выход. Зачем? Тань, ты не поняла? Меня уже не надо никуда везти. Мне эта тварь совсем не мешает. Она мне жизнь спасла. Ты так не думаешь? Все, иди. Я их не боюсь. Ты меня бойся. Она во мне прижилась. Это не ты. Это я. Это мое наказание. Я сына бросил. Я его на космос применял. Я это заслужил. Все, иди. Лёша. Что? Его зовут Лёша. Алексей Константинович Романов. Через неделю 7 лет. Машина у загона. Вас здесь живым не оставят, а с нами. Не волнуйтесь, я тоже очень адаптивный и живучий вид. Спасибо. Доктор Ригель говорит, база Альфа-4. Пожалуйста, соедините меня с оперативным дежурным. У меня есть очень важная информация. Что? В загоне. Вишняков и доктор Климова. Группа реагирования туда. Вишнякову не стрелять, ее ликвидировать. Стоять!
Вишняков, 2 шага вправо, лень! Бросайте оружие, никто не пострадает! Не стреляйте! Он приказал внести их в список погибших при пожаре. А этих людей, их просто убили. На текущий момент 7 жертв из числа спецконтингента. Успел? Успел позвонить, я тебя спрашиваю? Ты не герой, Ян. Я их сразу вижу, а ты не похож. Но умрешь правильно, из уважения к твоим стараниям. Еще рано. Бегите.
Что ты делаешь? Состояние слишком ухудшилось. Ты без нее не выживешь. Можем уйти еще. Можем. Передумали, Татьяна Юрьевна? Я ошиблась. Их уже не разделить. Ты теперь полноценный симбионт. Друг без друга они погибнут. Ну ничего. Ничего. Все ошибаются. Мы же не дадим им умереть, правда? А знаете, в чем ваша главная проблема? Вы пытаетесь всех спасти. Всех. А так не получается. Всегда кого-то приходится выбирать. Больше нет. Мы сможем вас разделить. Попробуем в Москве. Все будет хорошо. Я знаю. Мы что-нибудь придумаем.
хорошо все придумал. Что тебе здесь, медом, что ли, намазано? Лежал, да лежал себе, нет, прется. Зачем они тебе вообще-то? Куда с такими ногами-то? Из родителей-то есть кто? Чтоб только тут, вокруг корпуса, понял? А то с меня премию снимут. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Климова. К Лёше Романову на усыновление. Ничего. И таких Бог любит. Я он 20 лет на сидячей работе. И отлично. Не пропадешь, пацан. Я не мальчик. Меня Таня зовут. Ты знаешь, Лёшка, а меня Таня зовут. Здрасте.
Thank you.